Добрый день, дорогие тельцы! Добро пожаловать на мой канал! И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на март 2024 года. Я знаю, что вы заждались, поэтому присаживайтесь поудобнее, сейчас все расскажу. Март для вас будет месяцем, как то самое продуктивное время, которое необходимо вложить в работу. Но здесь есть, естественно, нюансы, потому что начало марта будет, я бы так сказала, напряженным, постоянно поддающий эмоции, движа и энергии Марс, который находится в соединении с вашим управителем Венеры, будет постоянно куда-то вот из зоны комфорта вытеснять, будет настроение такое агрессивное, напряженное, здесь еще и квадратура с Ураном, захочется там все бросить, уйти, отказаться там от всех своих желаний, возможностей, все то, что вы себе давным-давно планировали, здесь, пожалуйста, будьте спокойнее и терпеливее, я бы это так сказала. Первая неделя марта, она на самом-то деле для того, чтобы при всей вот этом разбросе эмоций и энергии, да, необходимо понять, что это все-таки такое движниковое время, да, то есть если вы телец такой активный, движниковый, если у вас в натальной карте сильный Уран, то понимаете, что для реализации проектов как раз-таки нестандартных, креативных, IT проектов, где необходимо вот такое резкое, молниеносное движение, как раз-таки есть и будет эмоция и энергия именно в первой неделе марта. Если же вы работаете на обычной работе, у вас там все стабильно, у вас все по плану и по графику, тогда первая неделя марта будет вас, откровенно напрягать. Поэтому здесь просто запаситесь терпением, не реагируйте остро, знайте, что во вторую неделю марта все пройдет, все поменяется, и уже с 12 марта Венера перейдет из знака Водолея в знак Рыбы и станет такое более спокойное настроение. Да? Но здесь есть и минус, потому что Венера, когда переходит в знак Рыб, она становится такой более ленивой, более такой творческой, я не знаю. Захочется действовать именно по вдохновению, это и есть такая ловушка, да. Поэтому здесь вторая неделя марта, можно так вот уплыть, я бы так сказала, в свои какие-то фантазии. При этом хорошее время для поездок, для путешествий таких быстрых и коротеньких, да, чтобы, не натворить, я бы сказала, таких каких-то долгих, ленивых ситуаций, когда там вы вышли из колеи, и потом будет сложно собраться в нее, да, потому что на этом негативные аспекты в марте, скажу для вас, дорогие тельцы, заканчиваются, потому что с 17-18 марта уже начнет активно действовать аспект Венеры в соединении с Сатурном, и на это наступит, на самом деле, такое плодотворное время, активное, интересное, при этом будет еще секстиль с Юпитером, и здесь прекрасное плодотворное время для того, чтобы что-то изучать, обучаться, для того, чтобы съездить там в командировку, то есть там с точки зрения финансовой выгоды в том числе, да, прекрасное время для покупок, для трат, для приобретений, для вложений, для недвижимости в том числе. Вложение, покупка недвижимости в том числе. Продажа в том числе получится очень хорошо, с хорошим, я бы так сказала, выхлопом. Что касается работы, активные проекты, настроенные на будущее, которые вы хотите, чтобы реализовывались четко по плану, будут идти хорошо, поэтому здесь, ни в коем случае не, я вам говорила, да, во второй неделе желательно не разлениться, собрать себя в кучу для того, чтобы под это время быть в таком, я бы сказала, активном состоянии, в боевой, я бы так сказала, активной готовности для того, чтобы внедрять, потому что располагает месяц, его, по крайней мере, в 3-й и 4-й неделе к работе, к активной работе, и это время ни в коем случае я бы на вашем месте бы не упускала. Еще, ребят, у нас будет коридор затмений, у нас у всех будет коридор затмений, но как он сложится именно на тельцов, да? Коридор затмений начинается с 25 марта, начинается у нас с лунного затмения и закончится коридор затмений 8 апреля с солнечным затмением. Поэтому, ребят, здесь понимаете, что
Этот коридор затмений не предназначен для того, чтобы начинать в нем новые дела. То есть, если вы смотрели меня в октябре 2023 года, вот в тот коридор затмений, я вам говорила, начинайте новые дела. Почему? Потому что тот коридор затмений начинался с солнечного затмения, а заканчивался лунным. Просвещу вас немножко, да, чтобы вы знали разницу, почему это так работает. Получалось, что тот коридор затмений был мощным и энергетическим для того, чтобы что-то начинать. Потому что это была растущая фаза Луны, весь коридор затмений. А этот коридор затмений, это будет убывающая фаза Луны. Поэтому здесь понимаете, что все, что вы начнете в это время, оно будет либо долго расходиться, либо вы долго не будете получать прибыль, если основная цель вашего проекта это, первоочередно, прямо сейчас быстро очень много получить денег и прибыли в самом начале, да, то тогда понимаете, особенно если вы наметили какие-то массовые глобальные большие продажи в этот коридор затмений, то понимаете, что здесь так себе история. Здесь необходимо что делать в этот коридор затмений? Продолжать все дела. Поэтому, собственно, я говорю вам, с 18 марта прекрасное время что-то начинать. Начинайте, делайте и внедрите это, начните это дело, этот проект в начале марта, в середине марта. И тогда в коридор затмений вы будете его просто продолжать, и будете активно действовать. При этом в коридор затмений вы уже пройдете работу над ошибками, столкнетесь с многими проблемами, задачами, которые необходимо будет решить. И так, грубо говоря, отсеется все то, что необходимо, потому что основная такая цель этого коридора затмений – это отсеять все старое и ненужное, в том числе контакты, коллеги, задачи, которые не нравились, все то, что убирало мотивацию к действию, да, все то, что болтается балластом. То есть такой достаточно будет сложный и жесткий, я бы так сказала, коридор затмений. Вас заденет, дорогие тельцы, естественно, 100% тоже. И здесь нужно прям-таки понимать, заденет в основном, как обычно, любовную сферу. Да. У вас заденет любовную сферу и сферу с финансами. Если на момент коридора затмений вы будете, как я бы так это, знаете, сказала, не готовы к тем вопросикам, которые, будут решать весь мир в этот момент, да, то есть если вы не готовы к своей реализации, если вы не готовы к полноценным отношениям, либо у вас там абсолютный бардак, то, естественно, это все будет оголяться, как, провода в проводке, которые решили поломаться. Поэтому, ребят, понимайте, что коридор затмений лишь оголит то, где не в порядке, на это злиться не стоит, просто необходимо навести порядок, поговорить, договориться, решить эти вопросы и понять, что с этим делать и как с этим дальше жить. Вот такой момент. Сложности будут в основном в коридоре затмений, я бы это так сказала, в его середине, это в самом конце марта и в начале апреля. Поэтому здесь я бы вот так вот, дорогие мои и любимые тельцы, сказала, что середина коридора затмений для вас будет сложновато. Начало и конец, собственно, не такая уж сложная и мощная история для того, чтобы очень сильно волноваться, конфликтовать. Просто понимайте, что есть определенные вопросы, которые будут на поверхности. И здесь нужно понимать, что это важно, что если вы что-то не доделали, то необходимо будет это доделать как раз-таки до 8 апреля, когда у нас будет солнечным затмением закрываться именно тот самый коридор возможностей, который я говорю, да. Постарайтесь оставить там, в этом коридоре затмений, все то, что уже отболело, отжило и с чем пора прощаться. У вас, естественно, это будут кармические вопросики, которые тянутся из прошлого давно. У кого-то это бывшие отношения, у кого-то это бывшие вопросики с деньгами, или же это бывшие вопросики уровня вашего благосостояния. Почему вы до сих пор не там, почему вы еще не пришли к той жизни, которую вы регулярно себе проецируете. Основные вопросы, которые возникнут у вас, это деньги и любовь. Мощные сферы, да, но почему у вас этого нет? Виноваты только вы. Вот такое просто сами себе признайтесь, так, только я виноват, что у меня этого нет. Что делать? Все. И вот в тот момент, когда вы себе признаетесь и задаете вопрос, что делать, потому что все равно постучаться в дверь бывший, возникнут те же самые ссоры с настоящими мужчинами, женщинами, которые есть сейчас в вашей жизни, да, и задачи с деньгами, почему они вдруг куда-то уплывают, но не приплывают, да, именно этот самый вопрос, они будут куда-то реками уплывать,
уплывать, и вам будет казаться, что происходит вообще. Поэтому не оставляйте вот эту историю, я бы так сказала, на самотек, потому что у нас следом идут два прекрасных месяца, я считаю, для вас. Это апрель и май, абсолютно продуктивные, плодотворные, с финансовой прибылью и отдачей, да, забегая вперед. Несмотря на то, что апрель у нас будет ретроградный Меркурий, и здесь просто понимаете, что работаете ли вы сейчас эмоционально, энергетически, вот так вот мозгом понимая, что ну, уже нужно же как-то вот начать развиваться, да, что-то делать, ну, для того, чтобы весеннюю прибыль-то себе в кармашек-то положить, либо нет, тогда, естественно, под лежачий камень вода не текет. Если вы просто смотрите гороскоп, прогноз и думаете, что он вот так у вас классно проиграется, а вы ничего не делаете, ребят, естественно, ничего не случится. Вот просто ничего не произойдет, даже не тратьте, не смотрите, ничего не делая, кстати, интересно, проиграется или нет. Не проигрываются события, если мы ничего не делаем. Поэтому здесь честно себе ответьте, что вы хотите, куда вы хотите прийти и для чего. Ну, потому что это на самом-то деле сделает вас счастливым. Про любовь, про коридор затмений немножко рассказала. Теперь про любовь, в принципе, в марте, да. И здесь история того, что первая неделя марта будет очень напряженная в работе, и, естественно, у многих это будет напряженный и даже разрывы отношений в жизни. Поэтому понимайте, что до 9 марта есть такой момент, что можно разругаться и испортить себе жизнь и настроение. Поэтому здесь понимайте, почему будет это такая история, потому что будут претензии. Претензии, что вот у меня там чего-то нет, потому что там ты мне этого не дал. Ну, вот если разбираться там на мужское и женское, да, выходя замуж и женимся, мы не для того, чтобы нам кто-то чего-то дал, да, когда мы подписываем в ЗАГСе вот это в богатстве и в бедности, да, в болезни и здравии, мы подписываемся на то, что как бы в браке работаем мы. То есть если каждый будет в браке работать и понимать всю ценность этого мероприятия, вообще, в принципе, и брак, семья, и рождение детей – это история с отдачей своего тепла, энергии, заботы и любви. И поэтому это такая философия, знаете, которую все сейчас не хотят понимать, мне пишут. Вы знаете, что институт брака претерпевает кризис, конечно, потому что люди не хотят работать над этим. Проще же взять и выбросить эти отношения, сказать, новые найду, зачем ты мне нужен или нужна, да? Ну, ребята, новые отношения будут точно такие же, поэтому не пылите. Первая неделя марта, первые 10 дней марта будут сложные в отношениях, и это так. И помните, что если отношения сложные и они натягиваются для того, чтобы навести там порядок. Потому что, дорогие тельцы, у вас любовь и ваши отношения прямо влияют на то, сколько вы зарабатываете. Если отношения у вас вообще просто фантик, которым вы вот как блескучкой показываетесь, а внутри ничего, тогда у вас и с финансами так. Вы вроде как на работу ходите, а денег оттуда не приносите, да, то есть и вы можете вбухивать сколько угодно энергии в свою работу, не вложив при этом нисколько в личную жизнь, в отношения, тогда, естественно, ни финансов, ни любви, ни романтики, ни отношений, ни теплой заботушки, которую вы так любите, тоже не будет. Да, здесь можно не любить мой прогноз и гороскопы, все то, что я говорю, и я знаю, что все любят слушать только «все будет хорошо», «все будет прекрасно», и если отношения плохие, нужно с ними рвать, будут новые. Ну, ребята, нет, новые будут точно такие же, какие вы разорвали. Просто, ну, фасад у вашего партнера будет немножко другой. Вот и все. А отношения могут быть еще и даже злее. Почему? Потому что нам отношения всегда по жизни даны, а тельцам 100%, так, для того, чтобы они нашли как раз-таки гармонию свою внутреннюю, гармонию партнера, соединились душевное тепло, и тогда у них все в жизни начинает быть хорошо. Хорошо с точки зрения финансов и уровня материального благосостояния, куда тельцы на самом-то деле так и ярко и активно идут. Поэтому, да, мои дорогие, здесь мы сами несем ответственность за наши отношения и за свои деньги. И так как ваш единственный управитель Венера, понимаете, тельцы, здесь даже вот за счет второго управителя-то не выехать, потому что ваш единственный управитель Венера, он отвечает и за любовь, и за романтику, и за деньги, и за партнерские отношения, потому что если вы состоите в гражданском браке, это у вас не партнерские отношения, и это даже, ну это так называли гражданский брак, да, но это такая фикция, я бы так сказала.
Поэтому в гражданском браке у вас тоже не будет тех самых финансов, в которые вы идете. Потому что когда вы ставите подпись в ЗАГСе, вы берете на себя ответственность. А Венера – это планета, она ответственная. Поэтому прекрасно понимаете, так как вы тельцы еще знак Земли, а Земля это вообще в принципе земные знаки, они все ответственны, то есть у них уровень ответственности зашкаливает. Поэтому понимаете, что если вы тельцы без серьезных отношений, серьезных намерений, то вот он, ваш гвоздь преткновения. Поэтому для того, чтобы не упустить все возможности, которые будут в вашей жизни этой весной, а это апрель и май, и для того, чтобы унести все, что вам только хочется, и купить все, что вам только может, вам необходимо вкладываться в любовные отношения. Да, это будет сложно, потому что вы сами непростые, сам знак непростой, и все тельцы, которых я знаю, они все непростые. В этом-то и есть загадка, это нормальная такая история. Дорогие мои любимые тельцы, люблю вас и обожаю всем сердцем, люблю отвечать на ваши четкие вопросы. Оставляйте их в комментариях под этим видео, обязательно указывайте дату, время и место рождения вашего. Это 3 важные данные, да, то есть 3 компонента, которые мне обязательно нужны для того, чтобы ответить на ваш вопрос. Естественно, сам вопрос. Без вопроса я не смогу ответить, потому что, открывая вашу натальную карту, я вижу очень много. Я даже понятия не имею, о чем мне вам сейчас сказать, потому что у кого-то проигрываются все оси домов прямо сейчас, а у кого-то вообще ничего не проигрывается, и так бывает. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Я надеюсь, что была полезна. По классике в конце актуальные ролики, для того, чтобы вы могли их посмотреть, опереться и принять верное решение. Если же вы хотите, чтобы вас вопрос никто не видел, в описании канала ссылочка на сайт, переходите, записывайтесь на консультацию, будем разговаривать с вами лично, индивидуально, и сколько вам это необходимо. Ребята, у меня все, спрашивайте, задавайте вопросы и стремитесь, потому что если обозначить весь этот месяц, март, я бы сказала, что он для вас стремительный и продуктивный. Поэтому не упускайте это время и действуйте. Всего вам доброго и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.